Всем привет! Как дела? Надеюсь, вы все здоровы, счастливы и у вас легкий день. Рад снова быть с вами. На этот раз я хочу провести вас через самые удивительные и трогательные моменты между двумя людьми, которые всегда заставляют сердце ARMY трепетать, Ким Тэ-хёном и Чон Чингуком. Но прежде позвольте мне сделать несколько важных оговорок. Оговорка. Этот материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не призван никого оскорбить. Все написанное здесь – лишь мое личное мнение и точка зрения. Я не заставляю вас верить всему этому на слово, просто воспринимайте это как трогательную историю, с которой можно провести вечер, улыбаясь про себя. За последний год стало все очевиднее, как люди пытаются удержаться за мысль о том, что отношения Ким Тэ-хёна и Чон Чингука закончились. Эта история повторялась снова и снова в разных публичных местах. Они говорят о том, что пара больше не ладит, что они расстались и даже что они намеренно избегают встреч вместе. Однако со временем реальность доказала обратное. Факт за фактом показывает, что их связь не только не ослабла, но и стала крепче. Время, доказательства и мелочи, которые мы видим своими глазами, все это говорит о том, что их отношения не умерли, а, наоборот, развиваются. Многим может быть трудно принять эту реальность. Но каждое их взаимодействие – весомое доказательство того, что они все еще вместе, делятся моментами, смеются вместе, поддерживают друг друга и показывают миру, что их отношения никогда не заканчивались на самом деле, они становятся крепче с каждым днем. И за всем этим стоит долгое, терпеливое ожидание, которое заставляет нас ждать, редкая возможность, которая в конечном итоге приносит счастье им и фанатам, которые это видят. Каждое обновление, как личное, так и внешнее, всегда вызывает бурные обсуждения Тэ-кука в самом позитивном ключе. С этим почему-то трудно смириться тем, кто отрицает эту реальность. Странный дискомфорт, почему так много людей отрицают этот факт? Забавно и иронично, как, несмотря на столько доказательств, некоторые все еще находят причины преуменьшать значение времени, проведенного вместе. Как будто мысль о том, что Тэ-хён все еще рядом, даже более живой, чем когда-либо, слишком сильна. Вместо того, чтобы признать то, что они ясно видят, они предпочитают выдумывать другую историю, что это постановка, что это просто работа, что это совпадение или даже что их взаимодействие просто прописано в сценарии. Они сделают все, чтобы избежать признания самой простой вещи, что их близость настоящая, искренняя и независимая. Самый очевидный пример – это реакция, которую они получают, когда Чингук проявляет хоть малейшее внимание к Тэ-хёну. Например, в тот момент, когда они, казалось бы, шутят по телефону, Тэ-хён чуть не спотыкается, и Чингук тут же бросается его обнимать. Не задумываясь, он откладывает все остальное, чтобы убедиться, что с Тэ-хёном все в порядке. Эта реакция – не просто рефлекс. Это приоритет. Потому что Чингук думает не о камерах, зрителях или о себе, а о безопасности Тэ-хёна. Тэ-хён в безопасности. С ним все в порядке. И это простое доказательство, которое некоторые находят тревожным, противоречит давнему убеждению, которого они придерживались: Чингук больше не может быть рядом с Тэ-хёном. Но реальность совсем другая. Их все еще часто видят вместе, даже когда рядом нет камер. Несколько человек подтвердили, что видели Тэ-хёна и Чингука тайно проводящими время в пабе в Ханнам-доне. Они сидели рядом, непринужденно болтая, пока не ушли, поняв, что кто-то их узнал. И хотя я лично не поддерживаю вторжение в их личную жизнь, этот инцидент доказывает одно: их время вместе не было совпадением. Это был их выбор, их стремление, их удовольствие. Другие могли бы не принять это, но они тоже не могли отвести взгляд. Похожая ситуация произошла, когда Тэ-хён выложил видео с поздравлением Чингука с днем рождения. Многие пытались истолковать их разговор превратно, утверждая, что они говорили о девушках или флирте, просто потому что они улыбались и подмигивали друг другу. Но на самом деле никто толком не понимал, о чем они говорили. Вы все еще смотрите. Большое спасибо, что были со мной до этого момента. Я очень рад, потому что в этом нашем путешествии еще много интересных историй, которые еще не раскрыты.
Так что не пролистывайте, ведь дальше будет еще больше захватывающих моментов, которые было бы жаль пропустить. Во время просмотра вспоминайте свои любимые моменты. Не стесняйтесь делиться ими в комментариях, чтобы мы могли пообщаться. Почему некоторые люди готовы закрывать глаза? Ответ прост: потому что боятся. Боятся признаться, что видели смелость Тэхёна раскрыться еще больше. Звездочка, звездочка, момент на пляже, сценарий или реальность, звездочка, звездочка. Один из самых обсуждаемых моментов произошел во время их милой беседы на пляже. Чингук многозначительно посмотрел на Тэхёна и сказал: «Ты прекрасен». Многие поспешили отмахнуться от этого, назвав это сценарием, рекламой или просто шуткой. Но было ли это на самом деле? Разве Чингук раньше не называл Тэхёна самым красивым мужчиной в мире? Так что же такого странного в том, что эти слова были произнесены снова, но на этот раз в более интимной, близкой, более личной обстановке? В том, как Чингук это сказал, не было лжи. Не было никакого принуждения. Это было искренне. И именно это беспокоило некоторых. Потому что они знали, что в том, что Чингук назвал Тэхёна красивым, не было ничего фальшивого. Долгое время, даже годы, некоторые пытались изобразить Тэхёна отстраненным, холодным или отстраненным. С ним. Их моменты искажаются, вырываются из контекста, создавая впечатление, что Чингук чувствует себя неловко или Тэхён не заинтересован. Но при более внимательном рассмотрении обнаруживается многое, что говорит об обратном. Помните тот скандальный автоконцерт? Многие говорили, что Чингук не хотел там быть. Но те, кто действительно слушал, знали, именно Тэхён велел Чингуку замолчать, а затем рассмешил его, играя с автомобильными шторками. То, что казалось странным со стороны, на самом деле было лишь малой частью их отношений, чем-то, чего мы не видели в полной мере. А потом, как выясняется, после концерта они пошли вместе поужинать в корейский ресторан «Барбекю», только они вдвоем. Разве этого объяснения недостаточно? Противоречие становится все более очевидным. Те, кто упорно отвергает Тэхёна, постоянно сталкиваются с новыми доказательствами. И как бы это ни было обидно, им ничего не остается, кроме как признать, что их отношения не только не угасли, но и стали крепче. Это уже не отдельные моменты. Это закономерность, последовательность. Они часто проводят время вместе, похожи, делят обязанности и всегда находят время друг для друга, несмотря на плотный график. За кадром скрывается гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Чингук неоднократно подчеркивал, что Тэхён один из его главных источников вдохновения. Он фотографирует его, хранит воспоминания о нем и хранит их в тайне не для публики, а для себя. Это показывает, что то, что мы видим, лишь вершина айсберга их отношений. Для некоторых проблема не в самом существовании Тэхёна. Проблема в последствиях этого существования, в том, что все домыслы, слухи и истории, которые он выдумал, совершенно не соответствуют действительности. Что, несмотря на их отдельные проекты и планы, Тэхён и Чингук всегда находят способ снова сойтись. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Каждая частичка вашей поддержки, лайк, комментарий и присутствие действительно очень много значат для меня и дают мне огромное вдохновение продолжать работать. Надеюсь, то, чем я делюсь сегодня, скрасит ваше время, развлечет вас или даже вызовет улыбку на вашем лице. Не забывайте всегда быть здоровыми, будьте рядом с близкими и продолжайте верить, что завтрашний день всегда принесет новую надежду. Молюсь о счастье, благословениях и силе на каждом вашем шаге. Увидимся в следующем видео с новой историей, которая, надеюсь, будет такой же прекрасной. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace.